Всех приветствую! В этом видео я расскажу о влиянии лептина, тестостерона, эстрадиола, тиреоидных гормонов и дофамина на жировую массу. Со вступлением затягивать не буду, поэтому перейду к лептину. Лептин – это пептидный гормон, в основном вырабатываемый клетками жировой ткани. Лептин регулирует аппетит, ингибируя высвобождение усиливающего чувство голода нейропептида Y и увеличивая выработку гормона, подавляющего голод альфа-меланотропина. Данный гормон оказывает влияние на обмен веществ, эндокринную систему, иммунную систему и энергетический баланс. Уровень лептина снижается при потреблении низкого количества калорий и повышается в случае потребления большого количества калорий. Когда уровень лептина в организме снижается, у человека усиливается чувство голода, и наоборот, при повышении уровня этого гормона появляется ощущение сытости. Поскольку лептин секретируется жировыми клетками, его уровень в организме зависит от количества жировой массы тела. Чем больше у человека жировой массы, тем больше этого гормона будет циркулировать в крови. У вас на этом этапе может возникнуть логичный вопрос. Если при повышении процента жира в организме растет уровень гормона, способного подавить голод, тогда почему люди с ожирением имеют ненасытный аппетит и продолжают набирать вес? Дело в том, что при избыточном количестве лептина в крови к данному гормону развивается резистентность, проявляемая повышенным чувством голода. Поэтому ожирение может быть обусловлено как дефицитом лептина, так и чересчур высоким уровнем этого гормона. Дефицит лептина может наблюдаться у людей по причине мутации в гене лептина. В таком случае тяжелое ожирение развивается с раннего возраста. Исследования, проведенные на людях с врожденным дефицитом лептина, демонстрируют, что заместительная терапия синтетическим аналогом лептина метрилептином привела к снижению индекса массы тела больных с тяжелым ожирением третьей степени за 18 месяцев на 47,46%. Значительно повышенный уровень лептина может наблюдаться в случае мутации гена рецептора лептина. Однако из-за дефицита рецепторов лептина в организме лептин не может проявить свою активность. Среди людей, страдающих от ожирения, генетические нарушения, связанные с лептином или его рецептором, встречаются редко. Большинство лиц с ожирением имеют повышенный уровень лептина по другим причинам. Предполагаются следующие механизмы развития лептинорезистентности. При повышении процента жира в организме растет уровень лептина в крови, в результате чего увеличивается образование супрессора передачи сигналов цитокинов 3, подавляющего внутриклеточный путь передачи сигнала, запущенный связыванием лептина с его рецепторами в нейронах гипоталамуса. В связи с этим, несмотря на высокий уровень лептина и активацию его рецепторов, развивается нечувствительность к лептину. Помимо прочего, при потреблении большого количества калорийной пищи, насыщенной жирами и углеводами, развивается воспалительная реакция в гипоталамусе, способствующая резистентности к лептину. Отмечу, что на текущий момент механизмы формирования резистентности к лептину до конца не изучены. Доступных медикаментозных средств, разработанных для снижения лептинорезистентности или восполнения дефицита лептина, также не существует. Промлентид, применяемый для устранения развития резистентности к лептину в комбинации с метрилептином и различную экзотику, доступную только в лабораторных условиях и протестированную на крысах, рассматривать и принимать во внимание я не буду. Тем не менее, на уровень лептина в крови некоторое воздействие способен оказать телмисартан. В ходе трехмесячного применения телмисартана в группе людей с легкой формой гипертонии было обнаружено достоверное снижение лептина у женщин. Уровень лептина снизился в среднем на 23%, что является очень высоким показателем. Но, к сожалению, в мужской группе результат не был статистически значимым. Однако, уровень лептина в крови можно снизить, уменьшив массу тела. В исследовании было продемонстрировано, что снижение жировой массы тела у людей с ожирением способствует понижению уровня лептина. В данном исследовании 10% снижение массы тела у испытуемых привело к снижению концентрации лептина в крови в среднем на 53%. Еще одно исследование отображает связь между массой тела и лептином. Участники 6-месячной программы по снижению веса в мужской группе в среднем потеряли 19,8 кг, из которых 15,6 кг составлял жир. В женской средняя потеря веса составила 14,8 кг. Жировая масса снизилась на 11,3 кг. Средний уровень лептина снизился на 40,83% у мужчин и на 52,68% у женщин, что сопоставимо с предыдущими результатами, отражающими взаимосвязь между количеством жировой массы и уровнем лептина.
Еще одно исследование показывает снижение уровня лептина у людей с ожирением от сухого голодания. В результате 52-часового сухого голодания у пациентов в группе с повышенной массой тела уровень лептина снизился в среднем на 72%, глюкозы на 26,6% и инсулина на 60%. Однако, когда добровольцам вводили через капельницу 5% раствор глюкозы на протяжении 52-часового голодания для поддержания стабильного уровня сахара и инсулина в крови, уровень лептина фактически не изменился. Это исследование демонстрирует взаимосвязь между лептином и инсулином. Резкое снижение лептина в крови в результате 52-часового голодания произошло из-за снижения уровня глюкозы в крови и вследствие инсулина, так как очевидно, что незначительная потеря жировой массы за столь короткий интервал воздержания от пищи не могла ощутимо сказаться на уровне лептина в крови. Инсулин способен увеличивать количество секретированного организмом лептина, а лептин, в свою очередь, способствует снижению инсулинорезистентности, если, конечно, не развита толерантность к лептину, наблюдаемая у многих людей с ожирением. Соответственно, уровень лептина в крови зависит в первую очередь от количества жировой массы тела и косвенно от гликемического индекса потребляемых продуктов, уровня инсулина в крови и калорийности рациона. Теперь я покажу вам исследование, которое наглядно отображает потерю резистентности к лептину за счет снижения лептина в крови. Мышей, поделив на две группы, откармливали 12 недель высококалорийным кормом с большим содержанием жиров, дожидаясь повышения уровня лептина и развития лептинорезистентности. После чего в течение 2 недель первой группе вводили нейтрализующие антитела к лептину, а контрольной группе – вещество, не оказывающее влияния на лептин. Антитела снижали уровень циркулирующего лептина в крови примерно на 50%. Мыши, которым вводили антитела к лептину, демонстрировали снижение лептинорезистентности, которое проявлялось в снижении жировой массы, снижении потребления корма, снижении глюкозы в крови и уровне супрессора цитокиновой сигнализации 3, отвечающего за развитие резистентности к лептину. Похожие результаты были продемонстрированы и в группе мышей с генными модификациями, проведенными по технологиям CRISPR-Cas9 и CRILAX. В результате уровень лептина в крови снижался у подопытных животных, вследствие чего снижалась и резистентность к лептину. Группа ученых, проводившая данное исследование, пришла к выводу, что снижение лептина в крови восстанавливает чувствительность к лептину. Лептин был открыт в 1994 году. Однако и по сей день люди с некоторыми генетическими нарушениями, связанными с лептином или его рецепторами, не имеют возможности получить адекватное лечение. Тем не менее, текущая ситуация не столь критично затрагивает остальную часть населения, страдающего от ожирения по другим причинам. И несмотря на то, что еще не появились на рынке доступные средства, снижающие лептинорезистентность, можно эффективно бороться с приобретенной резистентностью к лептину с помощью препаратов, одобренных для снижения веса, о которых я расскажу во втором ролике. Эти препараты будут способствовать снижению веса, и, соответственно, уровень лептина будет также снижаться. Теперь рассмотрим влияние тестостерона на ожирение. Между тестостероном и ожирением наблюдается взаимосвязь. Низкий уровень тестостерона способствует снижению мышечной массы и увеличению процента жира в организме. И наоборот, при наборе избыточной жировой массы уровень тестостерона снижается, что еще сильнее усугубляет ситуацию и способствует дальнейшему набору жира. Согласно результатам проведенного исследования, у мужчин с ожирением средний уровень тестостерона был ниже на 5,9 наномоль на литр и уровень свободного тестостерона ниже на 53,72 пикомоль на литр по сравнению с мужчинами без избыточной массы тела и ожирения. При андрогенной депривации, выражающейся в снижении уровня тестостерона до около нулевых значений или блокировании андрогенных рецепторов, увеличивается жировая масса. За 12-месячный период андрогенной депривации у мужчин площадь висцерального жира увеличилась на 22%, подкожного жира в брюшной области на 13% и снизилась мышечная масса. Помимо влияния тестостерона на массу тела, тестостерон оказывает выраженное влияние на характер и поведение человека. При высоком уровне тестостерона мужчина проявляет доминантные черты, является более набористым и агрессивным, тем самым демонстрируя мужской стиль поведения. Тестостерон и образующийся из него под влиянием фермента 5-альфа-редуктазы дигидротестостерон являются главными гормонами, оказывающими воздействие на либидо.
Половое влечение как у мужчин, так и у женщин при низком уровне тестостерона значительно снижается, вплоть до его полного отсутствия. Низкий уровень тестостерона у мужчин в наши дни является широко распространенным явлением. В результате перекрестного исследования, проведенного с 2006 по 2019 год, в котором приняли участие более 100 тысяч мужчин в возрасте от 13 до 80 лет, была обнаружена отчетливая и статистически значимая тенденция, отображающая снижение уровня тестостерона для большинства возрастных групп. Например, у мужчин в возрасте 21 года в период с 2016 по 2019 год уровень тестостерона был ниже на 1,92 наномоль на литр, чем у их ровесников в период с 2006 по 2009 год. Существуют и другие исследования, подтверждающие снижение уровня тестостерона у современных мужчин. Причины феминизации мужской части населения не установлены. Я смею предположить, что снижение уровня тестостерона у мужской части населения отчасти связано с развитием медицины, которая на текущий момент позволяет доживать до репродуктивного возраста и передавать свои гены с различными заболеваниями, в результате чего происходит ухудшение генофонда населения. Как бы там ни было, андрогенный дефицит способен негативно влиять на здоровье и качество жизни. У мужчин с низким уровнем тестостерона наблюдается робость, неуверенность в себе, нерешительность и низкая либидо. При низком уровне тестостерона мужчина становится более раздражительным, менее стрессоустойчивым, что способствует развитию депрессивной симптоматики. Повышенная чувствительность к стрессовым факторам может провоцировать переедание, так как высококалорийная вкусная пища способна снижать стресс за счет своего воздействия на систему вознаграждения в мозге и эндогенную опиоидную систему. Теперь давайте рассмотрим влияние экзогенного тестостерона на массу тела у мужчин с ожирением и низким уровнем андрогена в крови. Отмечу, что от испытуемых не требовали соблюдать диету. В данном 8-летнем исследовании 411 участников, исходя из степени ожирения, разбили на 3 группы. Изначально испытуемые во всех группах имели низкий уровень тестостерона в среднем от 8 до 9 наномоль на литр. В качестве заместительной гормональной терапии мужчинам вводили раз в 3 месяца длинный эфир тестостерона ундоканаат в физиологической дозировке. Средний уровень тестостерона в крови перед следующей инъекцией составлял от 15 до 17 наномоль на литр. К концу исследования мужчины с первой степенью ожирения потеряли в среднем 17,4 кг, мужчины с ожирением второй степени снизили вес на 25,3 кг, и мужчины с ожирением третьей степени снизили вес на 30,5 кг. В результате проведенного исследования было установлено, что повышение уровня тестостерона приводит к снижению массы тела без последующего набора веса до исходных значений, а также обнаружили, что увеличение уровня тестостерона в крови положительно влияет на настроение, энергию, бодрость и качество жизни. Хотел бы также отметить, что в этом исследовании сообщалось о влиянии тестостерона на общую массу тела. Жировую и мышечную массу не разделяли. Учитывая, что повышение тестостерона не только снижает жировую массу, но и оказывает дозозависимое влияние на набор мышц даже без физических нагрузок, указанная потеря массы тела не отражает точного количества утраченного жира из-за набранной мышечной массы. Данное исследование продемонстрировало выраженное влияние заместительной гормональной терапии на вес тела. Восстановление уровня тестостерона у тучных мужчин является очень важным условием для снижения жировой массы. Эстрадиол. Эстрадиол препятствует набору жира за счет активации эстрогеновых рецепторов альфа. Мыши, как самки, так и самцы с нокаутом рецептора эстрогена альфа значительно прибавляли в жировой массе, в отличие от их сородичей без нокаута рецептора эстрогена альфа, что свидетельствует о том, что именно через альфа-рецепторы эстрадиол оказывает воздействие на липолиз. Стоит также отметить, что эстрадиол участвует во формировании вторичных половых признаков женщины, способствует отложению жира на бедрах и ягодицах по геноидному типу и препятствует отложению жира в андроидной области. Подобный эффект наблюдается за счет того, что у женщин больше способствующих липолизу эстрогеновых рецепторов альфа в абдоминальной области и меньше на бедрах и ягодицах, где преобладают эстрогеновые рецепторы бета. Также эстрадиол способен влиять на распределение адренорецепторов. Катехоламины, адреналин и норадреналин стимулируют расщепление жиров, то есть активируют липолиз, посредством активации бета-адренорецепторов и наоборот замедляют потерю жира, активируя альфа-адренорецептор.
Эстрадиол увеличивает количество альфа-2А адренорецепторов подкожной жировой ткани, тем самым оказывая антилиполитическое влияние на подкожный жир. Однако в висцеральной области эстрадиол не проявляет такого эффекта на альфа-адренорецептор. Таким образом, эстрадиол формирует женский тип фигуры. Приближение менопаузы у женщины характеризуется снижением уровня эстрадиола в крови, что приводит к увеличению жира в андроидной области. Исследования демонстрируют разницу в количестве висцерального жира между женщинами, принимающими эстрадиол в среднем в течение 30 месяцев, и женщинами, не использующими заместительную гормональную терапию после наступления менопаузы. В группе женщин, принимающих гормонозаместительную терапию, висцерального жира было меньше в среднем на 33,1% и меньше подкожного жира в абдоминальной области на 20% по сравнению с женщинами, не находящимися на заместительно-гормональной терапии. Геноидное ожирение не представляет такой опасности, как андроидное ожирение. Смещение отложений жира в висцеральной области не только ухудшает внешний вид, но и связано с развитием инсулинорезистентности, диабета второго типа, а также сердечно-сосудистых заболеваний. Дефицит эстрадиола у мужчин будет способствовать увеличению жировой массы, хоть и стоит отметить, что подавляющее большинство мужчин не испытывают проблем с недостатком эстрадиола. У мужчин очень низкий уровень эстрадиола в крови может быть вызван редким генетическим заболеванием, в результате которого наблюдается дефицит фермента ароматазы или приемом ингибиторов ароматазы. Гормоны щитовидной железы. Гипотиреоз не является редким заболеванием. Распространенность гипотиреоза среди населения развитых стран составляет примерно 5%. Согласно эпидемиологическим исследованиям, проведенным в США, Великобритании и Дании, распространенность субклинического гипотиреоза колеблется от 3 до 10%. При выраженном первичном гипотиреозе уровень ТТГ повышен, свободный Т4 находится ниже референсных значений. Субклинический гипотиреоз диагностируется при повышенном уровне ТТГ и референсных значениях свободного Т4. В организме у человека гипоталамус отвечает за выработку тиреотропин-релизинг гормона, в ответ на который гипофиз выделяет тиреотропный гормон, стимулирующий щитовидную железу секретировать Т4 и Т3. В день щитовидная железа производит около 100 микрограмм малоактивного прогормона тироксина Т4 и 6 микрограмм триодтиронина Т3. И еще около 24 микрограмм триодтиронина образуются в результате конверсии Т4 в Т3 под влиянием фермента диодиназы. Гипотиреоз приводит к снижению основного обмена и увеличению жировой массы тела. Заболевание является потенциально опасным, способствует развитию сердечной недостаточности и атеросклероза. Симптомы гипотиреоза могут быть невыражены или отсутствовать. К наиболее частым симптомам можно отнести слабость, быструю утомляемость, сниженную перистальтику кишечника, снижение памяти, высокую чувствительность к холоду, сниженный ритм сердца и беспричинный набор веса. По этой причине рассмотрим влияние гормонов щитовидной железы на вес. Исследования демонстрируют снижение жировой массы у людей с гипотиреозом после восстановления гормонального уровня. Вес жировой массы в группе людей с гипотиреозом составил 21,5 кг. После восстановления физиологических концентраций тиреоидных гормонов к концу 32-й недели пациенты потеряли в среднем 7% жировой массы. Соответственно, гипотиреоз может способствовать развитию ожирения. Однако мною не было найдено ни одного продолжительного научного исследования, охватывающего большую группу людей с ожирением без патологии щитовидной железы. Эффективность и безопасность приема физиологических дозировок Т3 для снижения веса на текущий момент не изучена. Тем не менее, стоит отметить неоспоримый факт. При снижении калорийности рациона снижается уровень Т3. У людей, потребляющих в среднем 1779 калорий в день, уровень Т3 был ниже на 22%, чем у тех, кто потреблял 2811 калорий в сутки. При очень большом дефиците калорий уровень Т3 может снизиться более чем на 60%, при этом опускаясь ниже референсных значений, что будет значительно замедлять дальнейшее снижение веса. Если имеются подозрения на гипотиреоз, рекомендую сдать для начала ТТГ и свободный Т4. Использование гормонов щитовидной железы не по назначению в суправизиологических дозах с целью снижения веса приведет к развитию гипертиреоза. Администрирование Т3 в низких дозировках, около 10 мг для Т3, может помочь увеличить скорость снижения жира.
При этом неизвестно, насколько велика будет потеря мышечной массы. Поэтому я не могу рекомендовать людям без гипотиреоза принимать Т3 в качестве средства, способствующего снижению веса. На этом данный ролик заканчивается. В связи с тем, что данное видео получилось очень объемным, я запишу отдельный ролик по дофамину и подведу итог. А также уже в третьем ролике расскажу про наиболее эффективные препараты, способствующие снижению веса, одобренные FDA. На этом у меня все.